Это жуткое место имеет дурную славу. После череды суицидов и громких преступлений оно было закрыто к посещению. На подъездах развешаны запрещающие ленты криминалистов. Первые события начали происходить тут в 1978 году и даже попали на заголовки газеты «Правда». Огромный заброшенный комплекс должен был стать региональной психбольницей, но стал лабиринтом из комнат, коридоров и подвалов, где неоднократно находили трупы в лифтовых шахтах и следы преступлений. Я ошибочно полагал, что, отправившись туда ночью, я смогу записать интересный контент, но по роковому стечению обстоятельств я лицом к лицу повстречался с неизвестным человеком, а камера ночного видения записала страшное событие, которое сделала с собой молодая девушка, лишь чудом попавшая в кадр. Это очень эмоциональный выпуск, поэтому мнительным и несовершеннолетним категорически не рекомендую к просмотру. В этом выпуске вы увидите, что правда, а что вымысел, сколько месяцев недалеко от больницы жил известный маньяк Оноприенко, и почему это место до сих пор привлекает неадекватную молодежь, психопатов и суицидников. В выпуске вы увидите кадры с камеры ночного видения и моей основной камерой. Подписывайтесь, ставьте лайк и приятного вам просмотра. Смотри до конца. Кинематограф давно приучил нас бояться искусственных ужасов. Мы привыкли видеть монстров и призраков на экране, в кинотеатре или дома у телевизора. Но куда страшнее то, что иногда творится в реальности. История этой недостроенной психиатрической больницы – хороший пример того, как реальность становится страшнее любой выдумки. Впервые проект появился в середине 70-х годов, огромный комплекс на сотни пациентов. Но стройка затянулась, а затем последовали регулярные трагические события, несчастные случаи на площадке, падения, гибель рабочих. Одновременно сроки постоянно переносились, а финансирование урезалось. В газетах того времени мелькали короткие заметки: на стройке психиатрической больницы погиб монтажник. Газета «Труд», 1978 год. Работы приостановлены из-за несчастного случая. Вечерний Киев, 1982 год. В эпоху гласности в конце 80-х региональные СМИ стали чаще описывать о таких вещах открыто, и тогда прозвучала одна деталь, которая сегодня выглядит особенно тревожно. В 1989 году следствие фиксировало, что в этой же области, буквально в 7 километрах от больницы, несколько месяцев жил печально известный серийный убийца Анатолий Оноприенко, позже прозванный «Зверь Украины». Он снимал неприметный дом на окраине поселка, и только спустя годы стало известно, чем он занимался. Конечно, никто не утверждает, что между недостроенной больницей и его деятельностью существует прямая связь, но такие совпадения всегда становятся частью местных легенд и добавляют зловещего фона. Последние 15 лет это место приобрело совсем другую славу. В сводках новостей регулярно появлялись упоминания о суицидах, криминальных эпизодах и странных сборищах. В отчетах полиции встречаются ссылки на культные символы и следы неформальных сект, которые устраивали здесь свои собрания. Многие исследователи находили на стенах пентаграммы, свечи и прочие атрибуты явно деструктивных культов. В итоге перед нами не просто заброшенное здание, это настоящий концентрат десятилетий трагедий, слухов, гипотез и человеческого страха. Именно поэтому сегодня мы отправимся туда внутрь, чтобы разобраться, что из этого правда, а что всего лишь легенды. Но прежде чем я отправлюсь туда абсолютно один, чтобы провести ночь и расставить камеру ночного видения, я хочу рассказать вам одну основную легенду, которая частично объясняет весь тот ужас, который там происходит. Дело в том, что будущая психиатрическая больница была возведена прямо на месте старого концентрационного лагеря времен Второй мировой войны. Здесь за колючей проволокой и в бараках десятки людей умирали от голода, болезней и издевательств. После войны лагерь снесли, но земля осталась пропитана историей страданий. Когда в 70-е годы началась стройка больницы, рабочие нередко находили ржавые детали, ключи проволоки, фрагменты обуви и костей. Прорабам приказывали молчать и закапывать находки прямо в котлован. Самым ярким эпизодом тех лет стала пропажа местного сторожа, который отвечал за ночные обходы стройки.
По воспоминаниям рабочих, в одну из бурных ночей с сильным дождем и ветром он просто исчез. Утром нашли только его фуражку возле свежезалитого фундамента. Ходила версия, что он мог оступиться в темноте и упасть прямо в яму с жидким бетоном. Тело так и не нашли. С тех пор люди шепчут, в коридорах недостроенной больницы иногда слышны тяжелые шаги и глухой звук из-под пола, будто кто-то все еще обходит здание, проверяет двери и пытается вырваться наружу. Для одних это просто легенда, для других правда, спрятанная под слоями бетона и забвения. Я прямо сейчас отправляюсь, чтобы проверить эту легенду и дожить до утра в этом жутком месте. Кто не подписан, подписывайтесь, самая жесть ближе к концу. Так, ребята, смотрите, я подъехал к этому зданию. И это та лютая заброшенная психбольница, о которой я вам рассказывал. То, что тут еще с 90-х годов происходили убийства, самоубийства. Я решил ее тут для вас посетить. В прошлый раз я тут был, и там был какой-то человек, которого я видел. И он, наверное, меня там заметил. Сейчас не сильно поздно. Я надеюсь, что тут никого не встречу. Блядь, смотрите, какие подвалы, какие-то спуски вниз. Первые 15 минут абсолютно ничего не происходило, поэтому я вырезал их с видео. Я обследовал заброшенные лабиринты, вслушивался в звуки, но в один момент услышал шаги на лестнице с другой стороны корпуса. Я отключил фонарь, так как бежать мне было некуда. Кто-то двигался в мою сторону, и мне нужно было решать, что делать дальше. Я там слышал, что там кто-то идет. И с той стороны там коридор. Там, короче, свет фонаря был, блядь. Там реально кто-то идет. По ступенькам только что шел вдалеке. Я ушел просто за угол в коридоры. Слушайте, говорят, их что много, блядь. Что буду камнями отбиваться. Ладно, ребят, я сейчас спрячусь. Вдруг это тут гопник с корешами, хуй знает. Сейчас, короче, пережду, пусть он пройдет. Я вниз. Сейчас собака воет. И буду заканчивать съемку, потому что это не шутки. Это опасно. Одно дело просто пойти куда-то, другое дело, когда тут ночью кто-то лазит. Ребята, короче, я понял, что я тут не сам. Тут кто-то есть, блядь. Смотрите, какие-то иконы страшные. Туда идти я не знаю, блядь. Мне кажется, что тут кроме меня кто-то еще был. Так, я фонарь включу. Так, смотрите, ребята. Смотрите. Кто-то идет. Стой, блядь! Ты кто нах? Ты кто? У тебя что, камера? Да. Я сталкер. Ладно. А вы с полиции? Да какая, блядь, полиция? Я сам тут лажу. Это не ты там на 3-м этаже ходил? Ні, я от тільки що зайшов в будівлю. А можете трошки там встати? Я просто, боюсь трошки, я не знаю. Да нет, у меня шокера, не парься. У меня руки чистые, у меня фонарь только. О, Да не бойся, ты не... Йо! Чё? А это было на 3-м, блядь. Я думал, что... Я на том... Как тебя зовут? Тарас. Я Шульц. Не ты на 3-м не был еще? Ні, чувак, я на перший зайшов і одразу на другий пішов. Я на 2-м тоже был, и там кто-то что-то херачил сверху. Я думал, что это ты, потому что я тебя заприметил издалека. Я чув на 3-му просто. Потому что у тебя канал какой-то есть? Так, я сталкер київський, я не знаю, я знімаю. Я понял тебя. Я просто в шоці, я думав... Я тут 2-й раз, но, блядь, оно... Чув з 3-го щось. Я говорю, что кто-то ходит сверху, блядь. Мы тут явно не один.
Так, ты говорил, там сверху шумы, правильно? Сверху шумы. Сверху шумы. Да, братан, сверху шумы. Давай сейчас пройдемся, посмотрим. И постараемся сюда сейчас уйти. Поначалу я не доверял Тарасу, так как ничего абсолютно не знал о нем. И для меня было неожиданностью встретить тут человека с камерой. Но вдвоем было куда безопаснее. Да и в кармане я держал электрошокер на подготове. Я старался не запускать его к себе за спину, так как в таком месте можно было ожидать что угодно от неизвестного мне человека. Так, ребята, решили подняться выше, потому что внизу там уже все посмотрели. Осторожнее. Капец внизу. Ух ты, блядь, смотрите, какая картинка. Hell, ад. Добро пожаловать в ад. Тихо. О, да-да-да. Кто-то же как говорит. С правой стороны где-то там вдали. Опять эти обрывки. Видишь? Типа вот это, что убили кого-то, что-то еще. Да. Это все неспроста, братан. Ребята, идем на этаж. И где-то тут бегали, да, вроде? Как тебя зовут, забыл? Тарас, да? Тарас, да. Тут бегали. Тут сюда шумы были. Так, хорошо, давай. Вот там еще коридор. Фух. Слышишь? Тихо. Кто-то говорит и промочит. Тут... Блядь, И не один. молитвы какие-то будут читать тут. Это на третьем, блядь. Это ёбнутый какой-то. Не стоит зачем? Вчера, короче, когда не было, вернее, вчера, 3 дня назад тут был, там чувак, Светло покрыть. там какой-то ебанат бегал, блядь, в телефон втыкал, я его снял. Так, тихо, я спрятался. Мне говорили, что это ёбнутое место, проклятое какое-то. Это правда, что он на кладбище стоит? Так, тут це було кладовище і построїли тут цю лікарню на цьому кладовищі. Багато було тут суїциду і все таке. Але Блядь, их дохуя. Их много, блядь. Короче, давай, нахер эту съемку. Ёбам отсюда, потому что, блядь, ну уже не до съемки, это реально опасно для жизни. Какие-то дебилы, бля, ходят. Все потом уже отснимем. Потом отснимем. почекаємо, Сегодня так? я контактами обменяюсь, потом пойдем на заброшки. Сейчас, блядь, ну нахуй, ты видишь, какая шоу происходит. Уходим, короче, отсюда. Включаємося. Короче, это тот этаж, на котором был шум. Да. Отсюда и шел. Это третий, там лестница, правильно? Ну что, чувак, куда? Я не знаю, блядь. Там вроде никого. Так, смотри. Камера ночного видения у меня. Включу. Если услышим какие-то шумы, то Я записывай. А, Если какие-то шумы, я включу камеру ночного видения. И мы типа подснимем, я не знаю, блядь, потому что там может угодно быть, чтобы нас не заметили. выключи фонарик, может. Выключи фонарик, в случае чего. А сейчас пока. Тихо идем, потому что тут какая-то... Это та падла, которая тут бегала, какой-то неадекват. Он может где угодно быть. Он может быть. Может, он припрятался? Или нет? Вещей много накидал. О, блядь. Братан, тут очень много комнат, я не знаю. Аккуратно смотри в разные стороны. Он может даже камеру швырнуть, если захочет. Смотри, сколько тут. Ты не слышал сзади шаги какие-то? Такие тихо-тихо, Не знаю.
Где тут выход, блядь? Смотри. Там выход или это? А это с 3-го этажа. Нет, там обрыв, братан. Я вижу он. Тихо. Чё нахуй? Ты слышишь? Я голоса слышу, чувак. Да. Я думал, мне слышится, Включи блин. камеру, включай ночного видения. Где? Там откуда голоса. Мне так кажется, что голоса... Тихо. Камера ночного видения. Все. Под ноги смотри, видишь, на маленьком экранчике. Тихо. Слышишь? Да, тихо. Что за хуйня? Оттуда. С той комнаты. Да, тихо. Стоял. Тихо. Слышишь? Да, тихо. Опа. Бля, ты косарь не выпади туда. Выбирай шаг, то мало ли цель. Тут ходим. Блядь, никого, смотри, пиздец. Где этот подвал? Ладно, пошли. Идем, где-то он тут был, пошли. Так, это подвал. Да, вот, Блядь. Злим. Заходи давай, я тебя подсвечу. Ребят, в подвал прячемся, блядь. Давай, надеюсь, все будет нормально, тут зашкеримся. Давай. Ты знаешь, тут был, не был, я сегодня еще тут сюда не спускался. Я забыл, Я помню, как тебя там зовут, я не помню уже, извини. Тарас. А, все, Тарас. Короче, пошли, блядь, и может мы выйдем с другой стороны, потому что сзади это... Ага, пошли. Внимательно смотри, вдруг тут... Аккуратно, блин. Тут, я не знаю. Что-то помню, блин. Тихо. Смотри, стены. Стены, найди меня, не иди туда. Не иди туда. Подожди. Блин, постоянно кажется, что тут есть. Ну там тупик. Написано, не иди туда. Наверное, туда идти не будем, там написано. Стрелочка. Пошли, значит, туда. Смотри, как криповая картинка, вот котяра непонятная. Смотри на руку. Блядь. Шлюха. Блин, там выхода нету. Блядь, мне просто что-то кажется. Поверху опять шаги были. Поверху. Топот какой-то, ну я слышу. И кто-то ходил. Давай тише, говорит, наверное, нас он тоже слышит. Опа. А тут какая-то фигня. Пиздец. Блядь. Я тут был где-то 3 дня назад. И шо? Ее не было нифига. Ее не было. Хера себе. Ее кто-то, бля, повесил совсем недавно. Слушай, Вот а это кто-то ходил наверху, может это... Кто-то наверху ходил, типа ее сюда и повесил?
Да, Типа свечки расставил, потом что, повеситься, блядь? да. Я не знаю, братан, ну... Блядь, ну тут пиздец, смотри. Я не верю, что это кровь. Это, наверное, какие-то краска. Я не... Не, ну это перчатками сделали, но все Ну равно... это жестко выглядит. Это выглядит пиздец. Блядь, Блядь, баба, на фото. смотрите. Баба топором замахивается. Я не знаю, ты, наверное, туда смотри, я отсюда просто тут столько... Тише. Мы сильно громко говорим. Ладно, давай смотримся и уходим, наверное, туда. Потому что, возможно, там выход с другой стороны здания. У меня есть идея. Слушай, давай поставим тут эту камеру ночного видения и утром заберем. Утром не так страшно, у меня как раз она заряжена. А где поставим? Я не знаю, где-то возле камней поставим. Да. Все, короче, я пошел ставить. Да. Подожди, посмотри вокруг. Хорошо, братан, я тут настрою, поставил. Сейчас, давай. Сейчас другую достану, это не та, блядь. Что тут я увидел? Блядь, чьи-то кости раскиданы. В натуре кости. Я не знаю. Но это не человеческие, это собачьи какие-то лютые. И в пепле. То есть тут, блядь, кого-то сожгли. Видите, пепел. И тут, сука, кости в пепле. Тут кого-то захерачили и сожгли, сука, в этом Ритуал подвале, какой-то блядь. был, я думаю. В подвале суицидников Кости. лютых. Вон, смотри, кость торчит, как будто кость из пальца Жесть какого-то, просто. блядь. Короче, я не хочу тут находиться. Да. Идем отсюда все. Короче, ребят, поставил камеру. Эта виселица будет снимать ее. Короче, идем. Блин, вот смотрите, как будто на месте преступления. Это на первый этаж. Нам туда не надо. Пытаюсь сейчас понять, как нам идти по углу смотрю здание. Короче, ребята, слышите? Блядь. Ребят, мы сейчас во втором корпусе. Они где-то рядом. Выключи свет. Выключи. Вниз фонарь. Так, пусть поорут и уйдут. Они с того корпуса орут, в котором мы были. Слышишь? Ребята. Орут с того корпуса, в котором мы были. Мы сейчас во втором корпусе. Будем сейчас куда-то уходить, бляха-муха. Выход не можем найти с этажа. Да. Ощущение, что наша сторона. Блядь. Да. Реально все ближе. Блядь. Они орут, как не знаю что. Ладно, пошли туда назад уже, черт с ним. Психи, блядь. Подожди меня тут. Подожди меня тут. Сейчас вернусь. Посмотрим, кто там идет. Смотрите, ребята. Кто-то идет. И сюда, блядь, заходит. Меня не видно, у меня камера ночного видения. Это человек кто-то или кто? Да, это девушка, смотрите, она куда-то идет в подвал. Да, смотрите, в подвал. Руки дрожат, блядь. Что она вообще там забыла? Сука. Какая-то идет в подвал. Или куда-то к нам. В белом. Вы это видели? Там сверху кто-то шумит, и какая-то барышня пошла в подвал. Короче, будем, наверное, куда-то сейчас прятаться или идти, не знаю куда. Как ты готов возвращаться? Стрёмно, блин. Это, Мне сердце колотится. это баба еще куда-то пошла туда вниз. Ну, блин, минут 40 прошло.
И, по идее, никаких голосов больше не было. И вроде мне показалось, что кто-то вышел. Короче, идем братан, давай, посмотрим. осторожненько. Сейчас интересно. Стрёмно, стрёмно. Тихо. Так, мы шли сюда. А, мы прямо пошли. Тихо. Кажется, будто они... или... Я не знаю, это вроде... Ты рычал, что ли? Да не, вроде... А, тут какая-то машина проехала далеко. А, ты же знаешь, братан. Тихо. Не кричи. Стой. Он тут был. Да, вот этот мешок. Идем посмотрим, он, наверное, его нету, слышь? Кто это был? Я взял камень, что с собой, блядь, как ёбну его. Тихо, он может прятаться просто. Да нет, не думай, не слышно, уже полчаса, никого нет. Ну мало ли, знаешь. Ох ты, ёб твою мать, ты посмотри. Хера себе. Блядь, молитвы какие-то он читал тут. Якесь Смотри. на латинській чи що? Омини, сатан, имандус какой-то, блядь. Ага, сатанисты, бля. Это сатанюка какой-то был. Посмотрите, пентаграмма какая. В окно кидал. Уходи, блядь, он где-то в окне, сука. Выключай свет. Сука. Вот рядом, тут по периметру. Камень бери, сейчас ёбнем по башке его нахуй. Взял камень. Где камень? Сука, вот это попали, пиздец. Блядь. В окно посмотри, там высоко прыгать или нет? Высоко ты что? Высоко, блядь. Кидай нахуй туда к нему. Блядь, ну не в меня же. Извини. В него кидай, блядь. Я кинул в его сторону. Короче, давай сейчас с громкими криками просто выскакиваем нахуй. И похеру, что будет, а то, что, блядь, с окна прыгать, ноги сломаем. Куча. Давай.
Раз, два, три. Сука! Где ты нахуй? Блять! Блять, вот лестница. Иди, забирай их нахер. Сразу направо камеру ставим. Сейчас иду забираю. Короче, забрали камеры, сейчас уходим на лестницу направо. Я уже знаю, что он там есть, я там был. Все, пошли. Давай. Не спешим уже, слава богу, почти все закончили. Да я боялся за маму, знаешь, мало ли. Да, все. Все, короче, ребята. Мы с Тарасом уже вырвались, короче. Видите, в лесу. Уходим нахуй оттуда. Все, ребята. Хватит, блядь. Я не знаю, что это было. Я надеюсь, что что-то в видео попалось. Догоняешь? Да, бро, я просто в ахуе просто.